Привет. Дернуло меня, поставить ядро Linux 5.6. И вот какой результат у нас получился. Та-дам! Теперь черный экран. Значит, я, вырубаю комп, допустим. Мне пишет какую-то хрень. Теперь я опять вырубаю комп. Как видите, диск работает, все четко. Но Linux не загружается. Я пытался найти информацию, конечно, по поводу того, что он начинает грузить жесткий. По поводу того, какое ядро именно использовать, даже шел на англоязычные ресурсы. Там внятного ответа особо не было. Почему-то. И вот так вот, сейчас он что-то там покопается в жестком диске и скажет: слушай, братюк, давай-ка ты, наверное, посидишь в черном экранчике. Это просто круто. В общем, не знаю, каким чудесным образом я нажимал различные кнопочки здесь с психа. Может быть Escape, может быть какая-то из F, может какое-то сочетание, но я вот так вот просто делал, колотил по клавиатуре, и у меня появилась такая строчка вверху, где можно было написать свой логин. И, в общем, надо написать свой логин, у меня он user, то есть не рутовский, и потом ввести свой пароль. И потом ввести после этого вот с зелененьким, вот здесь вот засветится зелененьким, получается, под вашим пользователем, когда вы зайдете. И тогда надо будет написать su, чтобы залогиниться с суперюзера. После того, как вы напишете здесь su, естественно, вам надо будет ввести пароль от рута. И вы попадете, собственно, в root. Вот это вот сейчас у меня, вы видите, да? Это конфигурация граба. И здесь, как можно заметить, есть такая строчка, вот Linux boot, VM Linux 5.6, RT, в общем, вот эта фигня. Теперь смотрите, что я сделал. Я узнал, какая версия сейчас с помощью интернета, uname команду вывел. Потом зашел в каталог, надо было сюда зайти, это я неправильно сделал, cd-boot, потом листом, и как-то там все, прочитать надо, какие у вас вообще версии есть. То есть, смотрите, у меня получается вот эта вот версия 5.4, она стабильно работала, и мне, получается, ее надо будет как-то сделать. Еще вот такие вот всякие есть. RT там, которая сейчас, RT, KVL, вот еще какие штуки есть тут. В общем, сейчас я узнаю, как мне с помощью Vim отредактировать. Значит, сейчас я покажу, какую команду я вводил. LSA, cdboot, cat name. Вот nano. Вводите вот так nano boot grab config. И, естественно, надо будет изменить вот эту строчечку. Вот VM Linux 5.6 RT, наверное, x86-64 на вот это 5.4. То есть, получается, надо будет убрать 5.6 RT и поставить здесь 5.4, и все. И по идее оно должно сохраниться. Возможно, также стоит посмотреть лог загрузки, но я думаю, он нам, мне ни о чем не скажет, поэтому... кстати, здесь еще вот есть такая же хрень. Вот она. И в принципе надо будет как-то сохранить. Я не знаю, я не помню просто, как там сохранять через Vim. Вернее, через Nano. Какой Vim Nano? Nano просто сейчас, когда я ввожу, как видите, здесь подсказочки, они не очень читаемые. Я не знаю, почему past текст. Может быть, потому что на русском, а русский не загрузился. Вот такой вот у нас Linux. И, в общем, сейчас я буду править. И дальше там расскажу вам, как, что я сделал. В общем, как написано здесь, saving indexed, сейчас, может быть, получится выделить, нет, не получится. В общем, посреди экрана написано Ctrl+, надо нажать, по идее.
В общем, сейчас этим мы займемся. Или там. Я нажимаю Ctrl плюс O. У меня высветилась вот такая вот дичь. Я нажимаю Enter. И ни хрена не происходит. Ладно, нажимаю Ctrl плюс O, Ctrl плюс O, блять. Вот как вот и дальше? Что мне делать, блять? Ладно, я попробую нажать Ctrl-X и опять попробую отредактировать. И где-то тут. Ага, ни хрена оно не отредактировалось, да? Нет, отредактировалось, ура, вот видите, 5.4 теперь стоит здесь. Аллилуйя. То есть Ctrl плюс O, Enter, я так понял, и потом Ctrl плюс X. Ну, в принципе, все как обычно, легко. Так, ну что же, друзья мои, Ctrl-X я опять нажму. И попробуем, как там, System, C, Ctrl, короче, Reboot, Now. Так вроде бы. Нет. Пробуем так. Reboot Now. Получилось. Классная фигня была. In real time вы сможете насладиться этим моментом вместе со мной. Как я починил себе Linux без таймшифта. И ничего я не починил, короче. Придется теперь все-таки... Ух ты! Leave modules. Короче, такая фигня. Your resume hibernating device not found. Такая вот фигня. Root fs can't asset job control turned off. You are now being dropped into an emergency shell. Короче, я ни хрена не починил. Но попытка была не пытка. 5.4 43 Manjaro Modules not found. Короче, придется что делать? Восстанавливаться с помощью таймшифта. Ну, это видео у меня есть. Это видео я залил, хоть и неудачная попытка, но, может быть, вам чем-то она поможет. В общем, сделал загрузочную флешку, скачал последнюю версию Manjaro, установил в BIOS, чтобы загрузилась с нее. И сейчас гружусь с нее. В общем, ожидаем. Как говорят великие дебаггеры, если у тебя Arch, то ты должен иметь по-любому на всякий случай так загрузочную флешку. Ну, вдруг что. Как вот сейчас, например. Причем, понимаете, в чем прикол? Рекомендацию по обновлению ядра прислали мне вот здесь вот, блин. Вот здесь. Значок такой Manjaro появился. И после загрузки нормальной загрузки, как бы Manjaro, было всплывающее окошко и написано: ну, обновите ядро. Ну, чё бы нет. Ну, я и обновил, короче. Вот зашел я в настройки сюда, как бы вот этого загрузчика, да. И здесь Linux 5.6.15 стоит нормально все. Running installed. Я вот чуть-чуть не понимаю этого. Ну и, конечно же, я нашел здесь нашел таймшифт вот так. Открыл его, ввел пароль от рута этого Manjaro. И теперь, как обычно, приступлю к восстановлению. У меня RSIM было. Next. SDA. Ну да, в принципе, SDA 3, 8 терабайт. Free 73. Я не помню где.
Наверное, в SDA3 у меня был он. Next. Да, вот. Спасибоньки. И вот здесь я выбираю Restore. Select Target Device. Наверное. Наверное, так. И пошло восстановление. Хорошо, конечно, что я сделал восстановление перед тем, как установить новую версию ядра. Таймшифта буквально. Ну, я знал, конечно, что может быть, а может и не быть такая вот фигня. Поэтому сделал восстановление. И, как водится, не зря. Сейчас попробую восстановиться. Если все получится, я попробую поставить последнюю версию ядра Linux, как здесь было в загрузочной флешке 5.6.15, и удалить другие версии. И, собственно, потестить, как оно вообще, какую версию использовать лучше. Будем посмотреть. Наконец-то процесс восстановления пошел. Я не помню, по-моему, там их несколько, что ли. Сначала один, потом второй, что-то проход. Ну, как видите, обязательно, конечно же, NPM пакеты мне нужны в кэше. И их никак не выключить просто. Как видите, вот. Зачем оно, конечно, не знаю, но, наверное, надо. В общем, ожидаем. Вообще, Linux — это такая странная штука. У меня стоял убитый жесткий диск, старый, ему лет 10-12, может быть. Crystal Disk Info, по-моему, есть такая программа, и там статус у него был, короче, жесть там была, тревога, вот. И из-за него у меня были частые проблемы, то есть если у вас жесткий диск устаревший уже какой-то, имеет очень много битых секторов, то лучше Linux на него вообще не ставить. Linux лучше ставить на более-менее новый жесткий диск, потому что с тем жестким диском, который у меня был, он мне просто был подсоединен к компу, на нем стояла винда, и я его использовал как просто подключенный к Linux NTFS файл. И иногда у меня просто комп зависал, и все, и ничего ты не мог сделать. Потом бывало такое, что ты выключаешься, он выключался очень долго, потом включаешься, и там какая-нибудь критическая ошибка, которую нужно устранять гуглением, как минимум, восстановлением, как максимум. Короче, такие дела. Ставьте Linux на новый жесткий диск. И здесь вот такая вот фигня, типа нужно подтвердить, нажимаем Next. Ну и, конечно же, тут написано непонятно какая хрень, warning и disclaimer. Что, типа, если вы нажмете далее, то мы не несем никакой ответственности за то, какие там файлы ваши потеряются, какие восстановятся, какие нет, нам типа все равно. Но мы сделаем максимально возможное, чтобы все было четко. Мы бы просто восстановить граб, по сути, и откатить версию. Вот два действия всего мне надо было бы сделать, да, по сути. Но из-за того, что такой функции в таймшифте нет, то есть выбрать, что мне именно нужно восстановить, я восстанавливаю все. Может быть, есть какие-то другие программки, но я о них пока не знаю.